В общем, году где-то в 97-м, 8-м, когда я был ребенком, шел по улице и нашел такой загадочный листок бумаги А4 формата с нарисованными картинками небольшого размера, подписанные по-английски и по годам, начиная с 90-х, заканчивая 2045 годом. Это были как предсказания, пророчества, но для меня это был как комикс, то есть я прочитал его несколько раз взахлеб, я любил комиксы и очень много запомнил. Практически все, начиная с разрушения башен-близнецов, и до сегодняшнего дня сбывалось все, что было написано на этом листе. Написано и нарисовано визуально. Я рассказывал об этом до сегодняшнего дня только своей жене. Она знает, и Бог свидетель, только она может подтвердить мои слова. Никто больше об этом не знал. Смерть Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи, башни-близнецы, кризис 2008 года, война Грузия-Россия, еще куча событий. Из глобального, что мне запомнилось, это был отказ от нефтяного века и переход на электроэнергию в 20-х годах. Еще в начале 2000-х я говорил, что это будет. У меня была тупая мечта такая. Ну почему тупая? Мечта. Я хотел накупить кучу акций электрокомпаний в 2007-2008 году и разбогатеть в период, когда будет этот переход. Но, честно говоря, я не ожидал, что он произойдет так, как произойдет, и возможность разбогатеть будет не у всех, а только у тех, кто, видимо, контролирует все эти рычаги. Самое страшное, что было в этом листе, чего я опасался, это 20-й год, 2020-2023 год, потому что он был описан очень жестко, что в магазины не попадете, купить ничего не сможете, если не будете делать то, что указывают правители ваших стран. И в тот момент, будучи ребенком еще, я уже думал, что у меня будут дети, как я поступлю. Я готовил там чемодан, рюкзак с пайком, еду собирал, бич-пакеты, клал туда консервы, спички, фонарик, все, что мог, в общем, найти. Но это не столь важно, потому что когда уже это все происходит здесь и сейчас, и мы прожили вот этот масочный период, все, что было, вроде бы кажется, что все закончилось, но там, в этом пророческом листке было гораздо больше предсказаний, чем я сейчас озвучил до 2020 года. С 20 до 23, мы уже все прожили этот период, уже все известно, что было. Но дальше по плану идет примерно 25-26 год, начнет аукаться то, что было заложено вот в эти 3 года. И то, что было заложено с началом периода нанотехнологий, где-то с 2012, там, 15, 12, 15, 16 годы. Активная волна внедрения нанотехнологий в нашу жизнь в виде спреев, аэрозолей, наноодежды, нанокосметики. Это все наночастицы, которые тоже в 25-26 году дадут о себе знать. Но дело в том, что правительствами будет это все преподнесено как очередная новая болезнь наподобие, сами знаете чего, да, недавно. И никто не захочет и не будет связывать это с внедрением нанотехнологий и с той, вы поняли, да, 3 года назад то, что нас всех заставляли делать, и многие согласились. Никто не свяжет это с этим. Будет очень много как будто бы от новой болезни. Продлится где-то 1,5 года до 2027-2028 года. В этот же период будет колоссальный взлет фондового рынка, огромнейший взлет, которого еще никогда не было. И фондовый рынок полетит вверх, а потом рухнет вниз году к 28-му. Начнется коллапс, начнется подготовка к мировому масштабному экономическому кризису, финансовому кризису. В 29-30 году будет кризис такого масштаба, что 100 лет назад голод 30-х годов покажется, забавой. Не детской, конечно, забавой, но, по крайней мере, сейчас это будет более масштабно. И нас начинают в этот период, сейчас и до 30-го года, готовить к пришествию инопланетян, которых нам преподносят в форме ужасных завоевателей, захватчиков, убийц, хотя на самом деле они будут добрыми и миролюбивыми. Я не совсем понял из того листа, зачем нам преподносят такую информацию, будут преподносить. И когда
В 30-х годах начнется этот коллапс экономический, на помощь придут именно пришельцы. Нам объявят о том, что они существуют, они появились, они вышли на контакты, они нам готовы помочь, они нам помогут, и вот типа мы с ними заключили перемирие. Это будет тоже сложный достаточно период, 30-32 годы. Голод, разруха, экономика в упадке, непонятки с финансовой системой, много неразберихи и сложных ситуаций, конфликты, кризисы. Это все как-то вот соберется в одну кучу и будет повторять то же самое, что было 100 лет назад. 31, 32, 35 годы геноцид происходит повсеместно и будет происходить. Это будет уже явно. И к 35-36 году уже практически план уничтожения большей части населения Земли будет выполнен. Людей останется достаточно мало. И примерно с 1936 года пришельцы начнут выходить на прямой контакт с нами. Окажется, что они добрые, милые, пушистые. И все, кому посчастливится дожить до 35-36 года, начнут вступать в золотой век. Жаль, что немногие это увидят, и неизвестно, увидим ли мы это с вами. 36-е, 40-е годы правительства объединятся. 40-е годы, 45-е, вот 40-й, 45-й, те самые пришельцы, которые нас создали, наши биологические тела, прилетят сюда. Теория Дарвина рухнет, все поломается. Хотя еще до этого начнет в головах у людей все ломаться, уже началось. И, если так пафосно сказать, наши создатели, наши боги, которые выйдут на контакт и будут требовать поклонения. И все, кто согласится им поклоняться, останутся живы, и для них начнется золотое время, золотой век. Можно сказать, он уже не за горами. Осталось-то всего 20 лет. Конечно, это все звучит как сказка, но когда я смотрю на прошедшие 27 лет, абсолютно все, что там было написано и нарисовано, сбылось. Я понимаю, что это сказка, не моя фантазия и не мой вымысел. Иногда, конечно, я думаю, что, может, я экстрасенс, это мне все привиделось как пророческое какое-то предсказание, что я как оракул какой-то, да. Вот, конечно, хочется в это верить, но это не так, это я помню физически все это видел. Я все это помню, знаю, и все, что могу пожелать вам и нам, просто быть готовыми к испытаниям и пережить ближайшие 11-12 лет, крепко держась за руки, объединившись и с верою шагая в светлое новое будущее. Я думаю, мы справимся. Я верю, что мы справимся. Мы с вами едины. Мы все на земле, братья и сестры. Все, абсолютно все. Люблю вас, мира вам.